Жаркой летней ночью в родильном зале больницы маленького городка воцарилась напряженная тишина, предшествовавшая неминуемой суматохе. Жаклин, молодая 22-летняя женщина, испытывала что-то среднее между болью и удивлением материнства. Ее крики были вызваны ужасающим страхом. «Во мне живет оборотень!» Она закричала, и ее голос был полон первобытного ужаса. Врачи и медсестры, хотя и были опытными специалистами, привыкшими к различным последствиям родов, были озадачены необычными заявлениями Жаклин. Они обменялись обеспокоенными взглядами, скрывая недоверие, изо всех сил стараясь сохранить профессиональное самообладание перед лицом этой необычной сцены. Один из врачей попытался успокоить ее, но он был внезапно прерван, когда молодая женщина, наконец, родила. За этим последовало тяжелое молчание. Никто не отреагировал, пока все в комнате впитывали открывшееся перед ними зрелище. Ребенок действительно был оборотнем, волосатым и грязным. Шок волной прокатился по родильному залу после заявления молодой женщины. «Видите, я же говорила вам, что это оборотень». Дрожащими руками одна из медсестер достала мобильный телефон и срочно позвонила в полицию. Приказ врача искупать ребенка был отдан с такой настойчивостью, что в его голосе слышался страх. Они решительно пытались внести хоть какую-то ясность в этот хаос, но бедная мать, все еще не оправившаяся от родов, продолжала рыдать. «Я говорил вам, а вы мне не поверили. Мне никто не поверил». Ее горе вылилось в жалобный плач, который тронул сердца всех присутствующих. Врачи и медсестры обменялись недоуменными взглядами, спрашивая друг друга, может ли история Жаклин, которая до этого момента считалась фантазиями, на самом деле содержать ужасающую правду. Чтобы лучше понять ситуацию, мы должны вернуться на 9 месяцев назад, когда Жаклин отправилась со своими друзьями на вечеринку в соседний городок в сельской местности, где с большим энтузиазмом праздновался день рождения парня ее подруги. Вечеринка, на которой царили веселье и праздничная атмосфера, вскоре приняла неожиданный оборот. Когда молодая женщина отправилась в лес, чтобы справить нужду, поскольку туалет был занят, она оказалась лицом к лицу с неизвестным. Как только она собралась возвращаться, звуки, доносившиеся из леса, парализовали ее. И когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела 2 огромных светящихся красных глаза, устремленных на нее. Существо начало приближаться к ней. Крик ужаса сорвался с ее губ, когда она поняла, что стоит лицом к лицу с огромным чудовищем, внешность которого напоминала оборотней из историй, которые рассказывала ей бабушка. Потрясение охватило Жаклин, и она бросилась бежать, спасая свою жизнь, но темнота и неровная местность помешали ей спастись. Она закричала, но никто ее не услышал, так как деревья заглушали ее крики. И, что еще хуже, в конце концов, она споткнулась о выступающий корень и упала. Когда она обернулась, то увидела только прыгнувшего на нее оборотня, а затем ее окутала темнота, прежде чем она смогла увидеть, что существо сделает дальше. Проснувшись, Жаклин обнаружила, что находится в своей спальне под обеспокоенным взглядом матери. Сбитая с толку, она спросила, что случилось и как она добралась домой. «Твои друзья и твой парень Филипп привезли тебя сюда. Разве ты не помнишь?» — объяснила ее мать. «Фил оставил тебя здесь и вернулся на работу. Он хотел попрощаться, но ты не проснулась». Слова матери звучали отстраненно, пока Жаклин пыталась осмыслить события прошлой ночи. Она пыталась рассказать матери о нападении, но даже ей самой эти слова показались невероятными. Мать отругала ее, назвав эту историю плодом богатого воображения дочери. Отчаянно нуждаясь в подтверждении, она обратилась к своим друзьям и рассказала им все, но услышала только презрение. Они насмехались над ней, заставляя ее страдать еще больше.
Филипп, который служил в военно-морском флоте и находился в открытом море, был ее единственной надеждой и поддержкой. Но мужчина был недоступен. С ним неделями не было связи. Его миссия должна была длиться целых 4 месяца. Но худшее было еще впереди. Когда Жаклин начала испытывать утреннюю тошноту и заметила, что у нее растет живот, что стало неоспоримым признаком того, что ее жизнь вот-вот изменится навсегда. Когда тест на беременность подтвердил ее подозрения, страх смешался с растерянностью. Мысль о том, чтобы рассказать своему парню о своей беременности, особенно при таких необычных обстоятельствах, приводила ее в ужас. Как она могла объяснить, что ждет ребенка, который не от него, в результате невероятной встречи с мифическим существом? Кошмары Жаклин сбывались по наихудшему из возможных сценариев. Молодая женщина всегда хотела стать матерью, но она представляла, что это путешествие будет проходить рядом с ее любимым Филиппом, мужчиной, за которого она хотела выйти замуж и создать прекрасную семью. Хотя она знала, что молодой человек усердно трудится, чтобы обеспечить хорошую жизнь им обоим, Жаклин чувствовала себя еще более одинокой, чем когда-либо. Однако, когда до его возвращения оставалось всего несколько дней, миссия Филиппа была продлена еще на 5 месяцев из-за проблем с грузом, который не соответствовал требованиям. Когда Жаклин узнала об этом, она была в отчаянии. «О, нет, к тому времени, когда он прибудет, ребенок уже родится. Он никогда не простит меня». Она сокрушалась, и с каждым днем боль в ее сердце росла. Месяцы ее беременности были отмечены целым рядом эмоций. Временами она забывала, что ее ребенок — чудовищное создание, и когда она смотрела на свой живот, то даже испытывала мимолетную радость от того, что носит в себе новую жизнь. А потом наступил день родов. Жаклин, охваченная смесью боли и страха, закричала: «Во мне живет оборотень». Ее слова, хотя и были результатом глубокого ужаса, были восприняты с недоверием и презрением. Но рождение ребенка вызвало потрясенное молчание в родильном зале, когда они увидели, что ребенок на самом деле был покрыт плотным слоем шерсти. Именно в этот момент паники и замешательства, когда они брали ребенка, чтобы искупать его, Филипп, вопреки всем ожиданиям, ворвался в дверь. Он вошел, тяжело дыша. «Я сделал это, любимая. Я здесь, чтобы увидеть нашего сына», — объявил он с улыбкой облегчения на лице. Бедная девочка, охваченная потоком эмоций, не знала, как сказать ему правду. Страх потерять любовь и поддержку своего возлюбленного смешивался с необходимостью срочно объяснить все необычное, связанное с рождением ее сына. Девушка начала плакать и всхлипывать, когда начала рассказывать правдивую историю той роковой ночи, слезы в ее глазах отражали бурю эмоций. Филипп, сидевший перед ней, внимательно слушал, и выражение его лица менялось от замешательства к недоверию. На место происшествия прибыла полиция, и все ждали, чем закончится история. «Этот ребенок не твой». Жаклин удалось произнести это признание, которое вызвало неожиданную реакцию у мужчины. В ответ он недоверчиво рассмеялся, и серьезность момента растворилась в абсурдности ситуации. «Сколько ты выпила на той вечеринке? Ты, должно быть, была очень пьяна», — спросил Филипп, а затем начал рассказывать совсем другую версию того, что на самом деле произошло той ночью. Случилось так, что Жаклин встретила не оборотня, а немецкую овчарку, принадлежавшую имениннику. Эти красные глаза были ничем иным, как блеском в глазах собаки, но девушка была очень пьяна и растерялась. Животное, освободившись от ошейника, напало на нее с дикой яростью. Оно побежал за ней, что привело к галлюцинации. Однако, к счастью, Филипп искал ее, и когда он увидел, что собака пытается причинить ей вред, он успел вовремя вмешаться, прыгнув на нее сверху и не дав ей причинить вред. В процессе Жаклин упала и потеряла сознание,
и после инцидента ее отнесли отдохнуть в комнату для гостей, пока именинник разбирался с собакой. Но как она забеременела? Жаклин и Филипп провели остаток ночи вместе в доме его друга, пока она приходила в себя от потрясения. Но за последние несколько месяцев, когда приближался отъезд Филиппа, двое влюбленных пережили несколько интимных моментов, которые привели к беременности. «Ого, и я ничего из этого не помню», — пробормотала она, не веря своим ушам. Когда Филипп узнал, что его возлюбленная попала в больницу, он первым же рейсом вылетел в свой родной город, надеясь встретиться со своим сыном. «Прости меня за то, что меня не было рядом с тобой, когда я был нужен тебе больше всего», — прошептал он. Однако это не объясняло особенность внешности малыша, тот факт, что он был заросшим шерстью, как оборотень. Это оставалось загадкой для всех, пока не пришли медсестры с малышом, уже чистым и заметно успокоившимся. Они передали его на руки матери. Появление волосков на теле маленького мальчика не осталось незамеченным и вызвало вопросы, пока не вмешались врачи, предложив научное объяснение. «Успокойтесь, мисс. Ваш сын не оборотень. Мы осмотрели его и выяснили, что у него гипертрихоз, редкое генетическое заболевание, которое приводит к аномальному росту волос на теле». Филипп, задыхаясь от волнения, рассказал историю, которую знали немногие в его семье. «У моего деда было очень похожее заболевание. Я думаю, что наш сын, возможно, унаследовал это от меня». В комнате воцарились облегчение и понимание, сменившие возникшее напряжение. Даже полиция, вызванная в связи с чрезвычайными обстоятельствами, оказалась эмоционально вовлеченной, став свидетелем единства и любви, которые проявились в этой ситуации. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь слышали о гипертрихозе? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.